Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Близнецы. Давайте мы посмотрим, что же Близнецов ожидает с 11 по 17 мая. Какие вам карты сегодня выпадут и что же интересного произойдет непосредственно у вас, в вашей жизни в этот период времени. Напомню, что расклад я делаю по дням недели, то есть на каждый день недели мы достанем сейчас по одной карте, соответственно, из основной колоды, которую вы видите сейчас перед собой, а затем из колоды дополнительной. И посмотрим, какие карты выпадут у Близнецов в этот период времени, в этот отрезок с 11 по 17 мая. Что же интересного вас ждет? Не забудьте подписаться на мой YouTube канал, не забудьте оставить лайк или какое-либо сообщение о том, насколько это видео соответствует вашей действительности и насколько оно вам подходит. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у наших близнецов, дорогих. Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта, которая у вас есть, это карта шута, карта дурака, карта новых начал, новых возможностей, нового пути для кого-то из вас. Это в целом как карта готовности делать шаги в нечто неизвестное, в нечто новое для вас. Да, может быть и неопределенность какая-то будущего, вы не знаете, что будет завтра, через неделю, через месяц, но видя новую возможность, вы как будто бы готовы рискнуть, готовы в нее шагнуть, сделать такой leap of faith, да, шаг в неизвестность, в пустоту, на удачу, шаг на удачу. Да, возможно, вы готовы здесь шагнуть на удачу, не переживая о будущем. Нужно очень внимательно прислушиваться к своей интуиции, которая здесь изображена в виде этой собачки, которая как будто подсказывает ему, что впереди обрыв, будь, пожалуйста, осторожнее, но этот шут смотрит на птицу в небесах, на солнце, которое ярко светит, собственно, ему, да, озаряет этот путь впереди, и он не смотрит под ноги. То есть нужно быть осторожнее, чтобы не оказаться в какой-то глупой ситуации из-за того, что вы чересчур можете быть легкомысленны, как этот шут. Но в шуте есть готовность новых открытий, и это очень хорошо, потому что вы, если только вы готовы какие-то новые двери открывать, только так вы можете добиться чего-то лучшего, да, или чего-то нового для вас, чего не было ранее. Если вы этого делать не будете и не будете готовы рискнуть, то ничего не поменяется. Поэтому здесь это, в принципе, хорошая карта, очень хорошая, но нужно все-таки быть осмотрительнее. Ну и под ноги смотреть, то есть не забывайте тоже, чтобы нигде не оступиться, не дай бог, в этот день. Итак, близнецы, смотрим дальше. Тут же у вас карта девятка кубков, девятка чаш, она называется здесь happiness, счастье, она показывает желание достигать успеха какого-то, желание, чтобы вы, не знаю, что-то меняли в лучшую сторону, чтобы получали то, чего желает душа, что вас радует, что дает ощущение радости и праздника в вашей жизни. Вам хочется достатка, вам хочется каких-то возможностей, которые вам дает этот путь или эта возможность, по которой вы идете здесь. То есть вам хочется счастья, вы можете даже здесь просто куда-то ехать с кем-то встречаться, с знакомыми, друзьями какие-то устраивать здесь посиделки, хоть это начало недели, это понедельник, но вы здесь готовы к новому пути, который будет для вас более перспективный, радостный и обнадеживающий. Но дальше идет семерка мечей, и это карта хитрости, лжи, обмана, предательства и всего такого, что может иметь отношение, собственно, к нечестности. Нужно быть осторожнее, чтобы вас не обманули. Ну и, собственно, вы постарайтесь тоже никого не обманывать, потому что любой обман рано или поздно выйдет на поверхность. Поэтому ничего хорошего, близнецы, в этом нет. И вместе с девяткой мечей, которая здесь тоже есть, вы можете пострадать из-за чьей-то хитрости или пострадать от того, что вы сами себя в чем-то можете обмануть, как будто бы надежды возлагали на что-то, и они не оправдались. И вы таким самообманом здесь занимались. Также можете испытывать стыд или вину, если вы кого-то в чем-то здесь обманете. Тоже неплохо. Да, но как бы все-таки об этом помнить и постараться такие вещи не делать здесь. Дальше идет
карта императора, карта Овна. У кого-то может быть общение с Овном, но в целом это карта лидера такого. И вы можете тоже проявлять качества такие лидерские. Здесь вы можете здесь показывать свое превосходство и значимость в общении с другими людьми, или можете по императору проявлять какие-то свои амбиции в работе, в делах. Вы можете здесь попытаться по императору занять такую главенствующую позицию в окружении своем, на работе или в семье, решать какие-то важные вопросы, показывая себя главой семьи. Также можете и общаться с таким императором. Это может быть как глава семьи, то есть кто-то значимый, важный, авторитетный для вас. Также и ваш начальник, к примеру, когда вы общаетесь с ним, решаете какие-то важные дела по императору. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть у близнецов. И здесь карта отшельника, карта девы, да, кроме того, что может быть общение с такими знаками зодиака, но здесь также по отшельнику это мудрость, это важность в том, что вы делаете, и если вы берете на себя какое-то превосходство, да, показываете себя лидером, то нужно быть мудрым лидером, мудрым руководителем. То есть отшельник, он говорит о том, что вы должны, пройдя определенный вот этот путь своего развития духовного, показать максимальную мудрость в принятии ваших решений. Вы должны быть также готовы и к духовному росту, а не только к каким-то лидерским здесь проявлением себя. То есть вы по карте отшельник должны были и должны будете, если вы здесь выступаете в роли руководителя, должны будете поступать благоразумно, мудро, исходя из своего опыта, своих знаний. Ну и в целом, да, тоже может быть общение с кем-то старшим, потому что отшельник — это старец, это может быть ваш папа, ваш отец, то есть кто-то старше и обладающий большими знаниями. Карта башни — это крушение, разрушение в четверг каких-то планов. Может быть, что-то сломалось, может быть, что-то не получилось, может быть, с кем-то возник конфликт, но в целом нужно быть осторожнее. И в плане здоровья тоже по карте башни, потому что здесь что-то может не сложиться, как вам хочется. И вместе с семеркой мечей, которая здесь у вас уже выпадала во вторник, она выпадает у вас и в четверг. Тайны, то есть что-то может разрушиться, или какая-то тайна выйти на поверхность, это приведет к конфликту, или тут разрушение ваших планов, может быть, если вы что-то планировали, что-то пошло не так, к примеру. Провал в какой-то ситуации или предательство чье-то, и об этом вы узнаете. Для вас это как удар молнии. И дальше Верховная Жрица, которая тоже про тайны. То есть если вы что-то скрываете, это что-то может выйти на поверхность, это тайна, и быть разрушающей для вас. И по Верховной Жрице, которая, кроме того, что она говорит о тайне, она говорит о мудрости. Обладаете той мудростью, которая вам здесь потребуется для того, чтобы не поступать нечестно в отношении других людей, да, мудрыми в том, чтобы держать тайну, сохранять тайну там, где это необходимо, но при этом не совершать каких-то неблагочестивых, да, плохих поступках в отношении других людей, потому что Верховная Жрица, она все-таки о гармонии, она о спокойствии и умении поступать мудро, исходя из знаний, исходя из опыта по этой Верховной Жрице. И если нужно сохранить тайну, то умение ее сохранить, да, но ни в коем случае не плести какие-то интриги, не пытаться вести какие-то закулисные игры, потому что в таком случае она может обернуться вам наоборот, да, как бы плохим ракурсом для вас быть. Давайте посмотрим, что еще здесь у близнецов есть. Есть девятка пентаклей, карта девятка пентаклей, она о каком-то ощущении достатка, денег, о том, что вот вы можете почувствовать себя в таком состоянии благополучном с финансовой точки зрения. Опять, если мы говорим о возможности какое-то дело касаемо работы сделать и держать в секрете какой-то важный план, касающийся работы, то это может быть и хорошо. Но то есть здесь гармония в финансовом отношении может быть, или гармония в том, что вы какой-то хороший план продумали, придумали какую-то стратегию, касающуюся работы, о том, как завершить какую-то работу, которая принесет вам деньги, возможно, да, ваш труд. Но при этом ни в коем случае не нужно плести какие-то интриги или вести какие-то закулисные игры, особенно касающиеся денег по девятке пентаклей, потому что в таком случае можете проиграть, и ваш успех, он может обернуться вам совершенно другой стороной. То есть желание
желание вот этих излишеств или за желание добиться успеха каким-то нечестным путем. Дальше идет 7 жезлов, и она о борьбе, о необходимости решать какие-то ситуации сложные, может быть, преодолевать препятствия, которые у вас могут возникать. А в субботу, кстати, могут возникать какие-то конфликтные ситуации, но нужно быть в целом здесь осторожнее, особенно если эти ситуации возникают у вас с близкими, родственниками, с членами семьи, потому что 10 пентаклей, она также говорит еще и о семье. Вам нужно быть мудрыми в том, как вы здесь поступаете и как вы решаете эти дела семейные. Возможно, вам здесь нужно будет по 7 жезлов справиться с какой-то критикой со стороны ваших близких родственников, возможно, быть более стойкими в решении каких-то вопросов домашних, семейных, а также и вопросов, касающихся финансов вашей семьи, то есть денег вашей семьи. Дальше 9 жезлов, то есть необходимость тоже по 9 жезлов со спокойствием, с настойчивостью выполнять какие-то ваши дела, вашу работу, может быть, домашние дела здесь, потому что вы по карте звезда, какие-то цели поставили себе, планы в воскресенье, и вы их, скорее всего, добиваетесь как раз благодаря вашему настойчивому такому стремлению, желанию выполнить эти задачи. То есть вы здесь выполняете нечто, может быть, даже вам это тяжело дается, может быть, приходится прикладывать много усилий в решении этих домашних дел, но вы это делаете, вы с этим справляетесь, и даже уставая, да, выполняете эти поставленные задачи здесь на все 100%. И также по карте звезда можете себе ставить дальнейшие какие-то цели для развития ваших планов по карте звезда. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз на неделю для вашего знака зодиака, для близнецов я завершаю. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.